Томас испытал сильный шок, когда пришел в себя. Место, где он находился, было незнакомым. На самом деле, последнее, что он помнил, это то, как он ехал на мотоцикле. Внезапно он услышал очень знакомый звук. Это был женский и ни с чем не сравнимый голос его любимой жены Линды. В этот момент Томасу захотелось обнять ее. Он хотел сказать ей, что вернулся. Судя по ее голосу, он был очень близко. Как только Томас открыл глаза, то заметил, что вокруг него было медицинское оборудование, трубки и провода, подсоединенные к его телу. Дверь в его комнату была открыта, и оттуда, из коридора, доносился голос его жены. Она говорила очень тихо, но Томас все слышал. «Не волнуйся, все идет по плану», — говорила она. Томас слушал и не мог понять, о чем речь. «Да, он больше не проснется. У его матери нет причин вмешиваться. Я жена, и у меня больше прав, чем у нее», — сказала Линда. Томас не мог верить и своим ушам. Что она имела в виду? Это была ужасная ситуация для Томаса, который только что очнулся после интенсивной терапии. Он хотел встать, но не мог даже пошевелиться. Затем он услышал приближающиеся к нему шаги, и внезапно раздался мужской голос. Линда спросила: «Сколько еще ему предстоит страдать, доктор? Не думаете ли вы, что будет лучше отпустить его?» Доктор ответил: «Возможно, он справится. Его родители верят в него, наверное, так же сильно, как и вы». «Да, доктор, я верю. Но мне больно видеть его таким», — ответила Линда. «Не волнуйтесь, идите домой. Я позвоню вам, если что-то случится», — сказал врач. «Хорошо», — ответила женщина, которая, в свою очередь, попросила врача уйти, чтобы побыть наедине с мужем несколько минут. В этот момент Линда отошла в сторону и попыталась нажать на какие-то кнопки, которые поддерживали жизнь Томаса. «Как долго ты еще собираешься сопротивляться? Просто позволь себе быть похороненным. Уйди в вечный покой», — бормотала она. Томас попытался что-то сказать, но в тот момент ему было очень трудно, и вместо слов он издал какой-то странный звук. Женщина повернулась к нему и вдруг увидела, что он открыл глаза, поэтому она вызвала врача. Доктор вернулся с несколькими коллегами, которые долго осматривали мужчину. Они взяли у него кровь, подключили к нему какие-то устройства и разговаривали друг с другом. «Мадам, он все еще в коме. Мне очень жаль», — сказал врач. Женщина продолжала думать о том, что она видела, возможно, это было ее воображение. Затем все ушли. Только молодая медсестра осталась с Томасом и приложила к его губам влажную вату, чтобы увлажнить их. Днем позже медсестра сделала то же самое, и именно там она заметила, что он приоткрыл рот и начал нервно сжимать вату, чтобы вода попала ему в рот. Она не могла поверить своим глазам, он действительно проснулся. Она вызвала врача, чтобы тот осмотрел пациента, и только тогда персонал понял, что Томас вышел из комы. «Мы позвоним вашей жене. Это будет большой радостью для вашей семьи», — с улыбкой сказал доктор. Мужчина, который плохо говорил, медленно и с усилием произнес: «Пожалуйста, не говорите ей ничего. Я умоляю вас». Доктор на мгновение задумался и понял, что не может вступать в спор из-за состояния здоровья пациента. Через некоторое время, когда медсестра кормила Томаса, он начал объяснять, почему не хотел, чтобы его жена знала об этом. Он сказал: «Я всегда хорошо к ней относился. Я никогда не ограничивал свою жену в финансах. Я позволял ей жить так, как она хотела. И теперь, когда со мной произошел несчастный случай, она почувствовала себя свободной и стала искать кого-то другого. Более того, она хочет сохранить все, что стоило мне усилий. При одной мысли об этом мне становится стыдно. Мне хочется сказать ей, как она не права. И теперь она не получит от меня ни цента при разводе». Прошло несколько дней, и мужчина почувствовал себя лучше. Однажды доктор зашел, сел рядом с ним, и они о многом поговорили. Тогда доктор спросил его: «А что ты теперь будешь делать?» Томас ответил:
Я не думал, что несчастный случай поможет мне лучше узнать людей. Теперь у меня тоже есть план». На следующий день Линде позвонили по телефону. Это был звонок из больницы. Кто-то сказал ей, что все кончено, и теперь она вдова. Она не могла в это поверить и отправилась в отделение интенсивной терапии, чтобы убедиться, что это правда. По прибытии она попыталась притвориться страдающей женой. Когда она вошла в его палату, медсестра, которая занималась уборкой, сказала ей, что Томаса здесь больше нет. Линда была в восторге. Она хотела улыбнуться, но сдержалась и сделала печальное лицо. Она повернулась и с огромной радостью выбежала из палаты. Томас стоял у крыльца больницы и смотрел на свою жену с широкой улыбкой на лице. Она что-то сказала по телефону и сразу же поймала такси. Решив, что пришло время действовать, Томас взял такси и поехал домой. Открыв входную дверь, он услышал голос незнакомца. Дверь в гостиную была приоткрыта, и там стоял молодой мужчина. «Давай разожжем камин, детка, и сделаем музыку громче. Мы должны это отпраздновать», — сказал незнакомец. «Наконец-то я свободна, и у меня есть деньги», — радостно прокричала Линда. Томас не мог поверить своим ушам. В тот момент его переполнял гнев. Он зашел внутрь и увидел свою жену в одном полотенце. Она была потрясена, как будто увидела привидение. Вероятно, именно эта мысль пришла ей в голову. «У вас есть 5 минут, чтобы забрать все свои вещи из моего дома и уйти, потому что скоро придет моя охрана и вышвырнет вас, если вы не поторопитесь», — сказал Томас. «Позволь мне объяснить, любимый. Я думала, ты умер. Я не знала, как справиться с этой болью», — прошептала Линда. «Тебе просто нужны были мои деньги, и как только я впал в кому, ты стала искать замену». «Кто знает, а может и раньше», — сказал Томас. «Так что уходи и не смей ни о чем просить после развода». Женщина, видя, что у нее больше нет шансов вернуть мужа, начала кричать и оскорблять его. Но охранники схватили ее и любовника и вывели их из дома. Тогда Томас обратился к специалистам, чтобы за пару часов поменять все замки в доме. Он также попросил охранников не впускать никого, кроме его родителей, пока он продолжит лечение. Вернувшись в больницу, мужчина старался не зацикливаться на том факте, что всего один несчастный случай полностью изменил его жизнь, но привел к тому, что он встретил другую женщину. В течение пары недель, пока Томас находился в больнице, медсестра несколько раз навещала его и спрашивала о его самочувствии. Он говорил с ней обо всем, и именно это помогало ему избавиться от дурных мыслей. После выписки Томас завершил бракоразводный процесс. Линда, конечно, начала требовать часть дома и других вещей, приобретенных в браке. Но недвижимость была заложена по крупному кредиту, который мужчина взял на развитие бизнеса. Поэтому, если она заберет половину имущества, она также должна будет выплатить половину долга. Поэтому Линда подписала документ об отказе от своей части имущества. После развода она проклинала Томаса и произносила слова, которые никогда не произнес бы здравомыслящий человек. Но мужчина не обращал на нее внимания. Томас понял, что скучает по медсестре и хочет ее увидеть. У него не было времени поблагодарить ее за внимание. Он поехал в больницу и протянул букет роз женщине, для которой действительно было важно его здоровье. «Я хотел пригласить вас на свидание, но если вы не согласитесь, я не обижусь», — с улыбкой сказал Томас. «Через час моя смена закончится. Прогулка будет лучшей реабилитацией после вашей операции, вы так не думаете?» — ответила медсестра. Они отправились гулять вдвоем. Так и началась их совместная история любви. Дорогие зрители, а как бы вы поступили на месте Томаса? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.